Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю настоящую окрошку на квасе, такую как в детстве, с колбасой, яйцами и картошечкой, а также с секретной заправкой, с хреном и горчицей, которая придаст окрошке пикантность и особенный, чуть остренький вкус. Это идеальный холодный суп на лето, освежает, насыщает и радует. А как готовите окрошку вы, обязательно пишите в комментариях. И предпочитаете на квасе или на кефире. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Все ингредиенты для окрошки нарезаем средними кубиками. Вообще, конечно, нарезка может очень сильно отличаться. Кто-то любит более крупную нарезку, кто-то предпочитает нарезать кубиками, а кто-то полосочками. Пишите в комментариях, какую нарезку предпочитаете в окрошке вы. Все-таки у меня нарезка получается ближе к мелкой, даже не к средней. Мне так больше нравится. Средними кубиками режу огурцы. Немного обрезаю попки, чтобы не горчили. Если кожица на огурцах горькая, можно ее полностью срезать. Кстати, многие иностранцы вообще не понимают нашей любви к этому холодному супу. Они думают, зачем салат заливать квасом или кефиром. Но для нас, конечно, этот суп традиционный и он очень вкусный. Особенно в летнюю жару. Также кубиками режу колбасу. Можно использовать и ветчину, и колбасу, и отварное мясо. Конечно, все ингредиенты добавляйте по своему вкусу. Кто-то, например, любит, чтобы было больше мяса, колбасы, а кто-то наоборот, овощей. Вообще окрошку можно готовить абсолютно без мяса. Получается такой очень легкий рецепт. Но у меня в семье все мясоеды, поэтому я готовлю с мясом. Также небольшими кубиками режу редис. Вообще редис – это такой спорный вопрос. Многие его добавляют в окрошку, а многие нет. Мне нравится пикантный вкус окрошки именно с редисом. Редис я нарезаю даже более мелким кубиком. Мелко порежу зеленый лук и зелень. У меня здесь укроп и петрушка. В общей сложности здесь у меня 100 граммов зелени. Конечно, добавляйте все, что у вас есть. Сейчас лето. Многие готовят окрошку на даче. Все, что есть в огороде, собираем и сюда. Сразу такой аромат от зелени. Очень многие еще зелень растирают вместе с солью, чтобы она отдала больше своих ароматов. Но я так не делаю. Мне кажется, что зелень и сейчас очень ароматная после нарезки. И мне кажется, что вариант именно с растиранием зелени подходит для окрошки, если вы ее сразу съедите. А если она у вас будет еще немного стоять в холодильнике, то лучше зелень не растирать. И сейчас, на мой взгляд, самый интересный секрет в приготовлении окрошки, который связан именно с яйцами. Из желтков сделаем заправку, которая придаст невероятную пикантность этому супу. Яйца разрезаю пополам, желтки выкладываю в отдельную пиалку. Белки, как и все ингредиенты, разрезаю на средние кубики. Все ингредиенты перемешиваю в миске. Как замечательно пахнут свежие огурцы и зелень. Вот в таком виде окрошку как салатную базу можно хранить в холодильнике 2 суток. Я накрываю сверху тарелкой и ставлю в холодильник. Потом при подаче уже каждый себе насыпает столько, сколько ему нравится. На мой взгляд, окрошку лучше не заливать квасом заранее. Я всегда храню основу отдельно, как салат, а уже при подаче добавляю холодный квас и заправку. И каждый может налить себе столько кваса, сколько любит. А еще ничего не раскисает и можно хранить такую окрошку в холодильнике до 2 дней. Ну и теперь самый главный секрет вкусной окрошки. Делаем заправку. К желткам я добавляю соль, дижонскую горчицу. Я добавляю 2 чайные ложки. Дижонская горчица не очень острая. И чтобы добавить еще пикантности, добавляю сливочный хрен. Тоже 2 чайные ложки. Хорошо все растираю до однородности, чтобы получилась такая кашица. Такую заправку тоже очень удобно хранить в холодильнике. И затем уже каждый добавляет себе в тарелку столько, сколько хочет.
И я сейчас покажу, как я подаю окрошку. Я отправляю часть заправки в кувшин. Заливаю квас. Хорошо размешиваю. Конечно, квас обязательно должен быть холодным из холодильника. Вообще все ингредиенты должны обязательно быть холодными. Квас так пенится. Когда пена немного осела, я еще в квас с заправкой добавляю немного соли по вкусу, чтобы потом не досаливать в тарелке. И также специально я поставила тарелку в холодильник, чтобы она тоже была холодной. Посмотрите, как она сейчас запотела. Вкладываю в тарелку салатную основу. И здесь, как видите, каждый поступает, как ему больше нравится. Хотите, добавите больше салатной основы, хотите меньше, кто как больше любит. Заливаю квасом с заправкой. Добавляю сметану. Сверху для красоты можно выложить немного редиса, четвертинку яйца. Можно использовать перепелиные яйца. И из зеленого лука я сделала вот такие спиральки. Выкладываю сверху. Конечно, такой декор, это нельзя сказать, что это для домашней кухни. Так получается более ресторанная подача. Дома вряд ли кто-то будет так заморачиваться. Но если хотите, можете удивить своих родных. И вот такой великолепный холодный суп получился. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.